Приветствую, бойцы! Сегодня я впервые загружаю Helldivers 2, игру, которую называют одной из самых хаотичных кооперативных мясорубок последних лет. В 2024 году она ворвалась в Steam, а теперь я в 2025 наконец решил проверить, настолько ли она крута, как все они говорят, или это просто хайп. Говорят, что в Helldivers 2 смерть это лишь часть опыта. Ну что ж, я готов проверить это на собственной шкуре, но у меня есть несколько вопросов. Насколько игра дружелюбна к новичкам? Можно ли в нее нормально играть в соло или без команды делать тут нечего? Стоит ли вообще заходить в нее в 2025 году, когда прошло уже столько времени от релиза? И самое главное, станет ли она моей новой любимой игрой или я сгорю уже через 10 минут? Готовьтесь, это будет жестко. Ну а если вам не сложно, поддержите видео лайком, подписывайтесь, если хотите больше таких обзоров, и пишите в комментариях, играли ли вы уже в Helldivers 2. Ну а теперь десантируемся прямо в ад. Ну и погнали о моих первых впечатлениях. Когда я впервые запустил Helldivers 2, меня сразу встретило строгое минималистичное меню. Никаких ярких красок или сложных анимаций, только холодный металл, четкие линии и брутальная армейская эстетика. Здесь сразу чувствуется стиль милитаристской научной фантастики. Все лаконично, будто ты открыл интерфейс настоящего военного терминала. Меню предлагает сразу несколько разделов: выбор миссий, арсенал, кастомизация персонажа, а также вкладка со стратегемами, специальными боевыми вызовами, которые можно использовать прямо в бою. Все это выглядит строго и понятно, но только на первый взгляд. Настройки персонажа и первое недоумение. Мне предлагают выбрать броню, но ее характеристики показаны достаточно сухо: защита, мобильность, небольшой список модификаций. Отличия вроде очевидны, но что именно мне выбрать, пока не ясно. Нужно ли делать упор на скорость или лучше взять броню потяжелее? Что важнее в бою, выживаемость или мобильность? Без опыта понять это сложно. Тут я поймал себя на мысли, что игра не пытается привести тебя за руку, она просто дает инструкции и предлагает разобраться самому. Это напомнило мне Dark Souls или любые другие игры с таким хардкорным подходом. Хочешь понять, как все работает? Тебе придется учиться на своих ошибках. Ну и в какой-то момент я просто выбрал что-то среднее и решил, что разберусь в процессе. Ну, поскольку мне помогал мой лучший друг Храп Video Games, то, конечно же, мне немного проще было с этим. Ну, конечно, у меня зародились первые сомнения: интерфейс интуитивный или нет. На первый взгляд меню выглядит простым, но некоторые элементы вызывают вопрос. Например, здесь нет привычных подсказок для новичков, которые объясняли бы базовые принципы экипировки. Это не критично, но игроку, который впервые заходит в игру, нужно время, чтобы освоиться. Особенно это чувствуется в разделе стратегемов. И вот тут игра удивляет. Чтобы вызвать, например, воздушную поддержку или поставить турель, нужно вводить специальный код вручную. Причем код состоит из нескольких направлений: вверх, вниз, вправо, влево, как комбо-файтинг какой-то. Первая мысль: зачем так сложно? Ну а вторая: черт, это реально круто. Ты буквально чувствуешь себя офицером на поле боя, который вводит секретную команду для поддержки с воздуха. Это добавляет вовлеченности и хардкорности, но требует привыкания. Особенно в горячке боя, когда не получится просто нажать эти кнопки, придется помнить нужные комбинации и вводить их под градом пуль. И это реально очень круто. Ну и конечно, без смешных моментов не обошлось. Например, когда я впервые попробовал вызвать этот стратегем, я перепутал последовательность кнопок и вызвал капсулу с припасами прямо себе на голову. Отличное начало, правда? Еще забавный момент — это первые выстрелы. Я случайно нажал спуск, когда осматривал управление, и мой персонаж выстрелил прямо в воздух. Круто, если бы это был залп в честь моего первого боя, но скорее это выглядело так, будто я испугался собственного оружия. Ну и по категории мои первые впечатления я выделил несколько плюсов и минусов. Давайте перечислю плюсы, которые я заметил. Helldivers 2 — это стильный дизайн и атмосферность. Интерфейс сразу задает нужное настроение. Приятная милитаристическая эстетика. Все выглядит строго и серьезно. Глубокая кастомизация. Можно настроить персонажа под свой стиль игры. И интересная механика стратегемов. Ручной ввод кодов создает уникальный игровой опыт. Ну и
минусы лично для меня — это новичкам трудно сориентироваться, без подсказок придется разбираться самому. Если у вас нету верного и хорошего друга, который вам все расскажет и разложит по полочкам, то вам будет немножко сложно. Некоторые элементы интерфейса сбивают с толку, не сразу понятно, какие параметры важны. Сложный ввод команд в горячке боя, нужно запомнить последовательность комбинаций, но, как я и сказал, это добавляет особого шарма в эту игру. Первое впечатление от Helldivers 2 — это стиль, хардкор и погружение. Игра не ведет тебя за руку, но если ты готов вникнуть в ее механику, тебя ждет увлекательный и насыщенный геймплей. Однако, если ты привык к играм с удобным обучением, первое время может быть немного сложно. Обучение в Helldivers 2 начинается стандартно. Передо мной тир, где можно пострелять, кидать гранаты и базовые движения, которые объясняют буквально в 2 словах. Казалось бы, все привычно, но уже в первые минуты ощущается что-то не так. Игра не дает расслабиться. С одной стороны тебе показывают, как все работает, но с другой стороны ощущение, как будто ты один на один с этим миром. Нет назойливых подсказок, никто не ведет тебя за руку. Здесь ты либо учишься, либо умираешь в первой же миссии. И вот мой первый фейл. Отлично, начало положено, подумал я, смотря как моя же граната летит обратно ко мне под ноги. Знаете, в других играх гранаты летят обычно туда, куда ты хочешь. В Helldivers 2 нет. Здесь нужно учитывать траекторию и угол препятствия. Если ошибся, сам виноват. И это касается всего. Но настоящая жизнь начинается, когда я добрался до стратагемов. Во многих играх ты просто нажимаешь кнопочку и все. Дрон с припасами, артиллерия, подкрепление, аптечка, все у тебя есть. Но Helldivers 2 это не такая игра. Здесь, чтобы вызвать что-то полезное, нужно ввести специальную команду. Реально, ввести код, как в старых добрых играх. Представьте, идет бой, враги наступают, патроны на исходе, а тебе нужно запомнить и ввести комбинацию кнопок, пока на тебя несется орда монстров. Первые минуты это полный кошмар. Я реально чувствовал себя новобранцем, который пытается разобраться, как вообще вызвать себе подкрепление, пока его рвут на куски. Но чем больше я играл, тем больше мне это нравилось. Да, сложно. Да, это не интуитивно с первого раза. Но именно это делает игру такой особенной. Каждый раз, когда ты правильно вводишь команду и вовремя вызываешь помощь, ощущение кайфа нереального. Это не просто нажать кнопочку и получить. Это настоящий тактический элемент, который заставляет думать, планировать, запоминать. Через полчаса в обучении я уже не просто бегал по полигону, я реально чувствовал себя бойцом элитного подразделения. Ну и, конечно, минусы и плюсы. Плюсы такие. Обучение быстро вводит в курс дела, никаких лишних экранов и занудных текстов. Геймплей сразу дает почувствовать, что ты не просто герой, а часть военной машины. Стратегемы это гениально, они делают тебя реально вовлеченным в процесс. Минусы: первые 10-20 минут могут показаться хаосом, особенно если ты не привык к таким играм. Ошибся — страдай, тут нет поблажек, и если ты не научился, будешь тупить и погибать. Короче, если вы думали, что это будет легкая прогулка, готовьтесь к жесткому разочарованию. Helldivers 2 это не просто шутер, это настоящий экзамен на выживание. Что же ждет новичков в первой миссии? Я еще даже не до конца понимаю, что происходит, а экран уже трясется от ударов. Под ногами проскакивают искры, снаружи слышны взрывы. Судя по всему, это не самая гостеприимная планета. Окей, я на месте. Первые секунды все выглядит относительно спокойно. Вокруг дымка, ветер гоняет песок, но врагов пока что нет. Ха, кажется, мне повезло с зоной высадки, подумал я, пока меня чуть не разорвали на куски. Откуда они вообще взялись? Один момент — чистая площадка, а следующий — орда жуков прет со всех сторон. Первая паника, я начинаю стрелять во все, что движется, но урон не такой, как в Call of Duty и Battlefield. Тут ты не можешь просто нажать на курок и разнести врагов в пыль. Каждый выстрел важен, каждый патрон на счету. И вот тут я начинаю понимать, что Helldivers 2 это не просто беги и стреляй. Здесь все намного жестче. Каждый шаг нужно продумать, каждый враг это потенциальная угроза. Черт, патроны, почему так долго? Здесь нет магической быстрой перезарядки. Каждый боезапас это реальный процесс. Ты меняешь обойму, досыпаешь патрон в патронник. Это не просто анимация, это часть атмосферы. Ошибка, паника, враги окружают. О нет, стратегемы. Нужно вызвать поддержку. Но в момент, когда у тебя буквально секунды на решение, вводить комбинацию это настоящее испытание. Один неправильный ввод и все, ты труп.
Вот это да, если бы не авиаудар, я бы уже давно лежал в местном песочке. Ну а мой вердикт по первой миссии. Динамика. Враги не ждут, они давят тебя сразу. Атмосфера. Ты реально чувствуешь себя солдатом на войне. Геймплей. Нужно думать, рассчитывать патроны и действия. Минусы. Новичку можно легко потеряться в этом хаосе. И ошибка с управлением — это смерть. Если вы думали, что первая миссия будет легкой, забудьте. Helldivers 2 сразу дает понять, что тут выживает только сильнейший. Возможно ли выжить в Helldivers 2 без друзей? Итак, следующий тест. Можно ли играть в Helldivers в одиночку? Окей, я один. Никто не прикроет, никто не поможет, если сожрут. Первая мысль, а стоило ли оно вообще заходить в соло? И вот тут начинается проблема. Когда ты играешь в команде, даже если у тебя нет связи, все равно есть союзники. Они могут прикрыть, спасти, поднять, дать патроны. В соло тебя никто не спасет. Ты не можешь спокойно вести стратегем, потому что пока ты вводишь команду, тебя уже сжирает полностью вся карта. Ты не можешь бросить гранату и промахнуться, потому что вторая ошибка тебя не простит. Да уж, Helldivers 2 четко дает понять, что это кооперативная игра. Есть и другой вариант — рандомные напарники. В одном матче мне попались реально адекватные ребята, мы сразу начали координироваться, раскидывать патроны, работать как команда. И вот тогда игра раскрылась по-настоящему. Это уже не просто бой, это настоящая война. Но вот в другой игре я попал к случайным ракам. Один пошел куда-то в горы, второй стрелял в текстуры, третий случайно взорвал всех нас авиаударом. И это еще одна особенность Helldivers 2. Здесь либо хорошая команда, либо полнейший хаос. Ну и мой вердикт как новичка по соло игре в Helldivers 2. Плюсы: можно играть одному, но это реально жесткий вызов. В хорошей команде невероятное ощущение. Минусы: в соло сложно выжить, игра явно рассчитана на команду. Ну и случайные игроки — это как лотерея, могут попасться хорошие ребята, а могут попасться вот такие вот раки, как у меня. Если у вас есть друзья, которые любят экшен, берите их с собой. В одиночку тоже можно, но готовьтесь страдать. Окей, давайте теперь отойдем немного от хаоса сражений и посмотрим на то, что же создает этот мир живым. Графика, звук и атмосфера. Первое, что бросается в глаза, когда ты заходишь в игру, это стиль. Helldivers 2 не пытается быть ультрареалистичным военным симулятором, но у нее есть свой характер. Здесь каждая планета — это отдельная история. Ты высаживаешься и буквально за пару секунд понимаешь: окей, тут нас явно не ждали. То это раскаленная пустыня, где в воздухе висит частица пепла, а местами земля все еще дымится после недавнего боя. То это темные леса, где тень от гигантских деревьев создает ощущение постоянной опасности. Есть планета, которая похожа на полностью разрушенный город. Тут некогда кипела жизнь, но теперь остались только пепел и металлолом. Но самое интересное — это детали. Ты можешь даже не замечать, но каждая перестрелка оставляет свой след на окружении. Пули пробивают землю, создавая небольшие кратеры. Гранаты разрывают песок, оставляя после себя черные ожоги. Взрывы стратегемов буквально меняют ландшафт. Если раньше тут была безопасная зона, то теперь это кратер с обугленными останками врагов. Все это создает ощущение реального сражения. После боя ты оглядываешься и видишь, как же изменилась территория. Но есть и обратная сторона. Когда начинается полномасштабный бой, экран превращается в какую-то мясорубку. Сначала пули летят мимо, взрываются враги, потом тебя начинают окружать, ты вызываешь стратегем. Через секунду экран превращается в огненный ад. С одной стороны это круто, ощущение настоящего хаоса, с другой реально трудно что-то разобрать. Когда весь экран горит, на радаре одни красные точки, ты уже не понимаешь, я вообще жив, я попал, это союзник или нет. Так что если вы любите максимально чистый интерфейс, где все понятно, легко, будьте готовы к тому, что иногда вас просто сожрет этот визуальный хаос. Ну и мой вердикт как новичка по графике. Это крутой стиль, ты сразу понимаешь, что это военная фантастика, детализация, окружение реагирует на твои действия, и это реально заметно. Эпические перестрелки выглядят очень зрелищно. Ну а минус: иногда экран превращается в сплошной пожар и сложно что-то разобрать новичку. Но что делает графику еще круче?
Конечно же, звук. Первое, что замечаешь, оружие здесь звучит так, как будто ты реально держишь его в руках. Дробовик — это просто грохот грома, который разрывает тишину. Автоматы же глухие, мощные и чувствуются тяжеленькими. Снайперские винтовки буквально раскалывают воздух. Ты слышишь, как звук уходит в пустоту после выстрела. А самое главное, ты по звуку понимаешь, что происходит вокруг. Когда начинается атака жуков, ты сначала слышишь их, а потом уже видишь. Этот визг, этот топот множества лап, ты понимаешь, что они уже где-то рядом. Киборги же звучат иначе, холодно и механически. Глухие механические шаги, скрежет брони, когда они двигаются, и этот ужасный металлический голос, когда они поднимают тревогу. Но лучше всего это взрывы. Ты не просто слышишь бум, звук обрабатывается так, что создает эффект полного погружения. После мощного взрыва у тебя буквально на секунду глохнут уши, и в этот момент ты реально чувствуешь, как если бы ты оказался рядом с эпицентром. Именно из-за этого каждый бой ощущается очень живо. Ну и конечно же мой вердикт по звуку. Оружие звучит мощно, ты реально ощущаешь его вес. На самом деле враги пугают, ты слышишь их до того, как видишь, и это немножко жутко. Звук создает полное погружение, особенно в масштабных битвах. Ну и конечно не обошлось без одного минуса. Иногда слишком громко, взрывы могут буквально оглушить даже перед экраном. Ну и мое заключение как новичка по атмосфере. Если подытожить, то Helldivers 2 это не просто игра, это настоящее ощущение войны. Когда ты высаживаешься, ты чувствуешь себя бойцом, которого только что скинули на поле боя. Когда начинается битва, ты теряешься в хаосе, но именно это делает игру живой. Когда ты остаешься один против орды, ты слышишь врагов, чувствуешь их приближение, и каждая секунда наполнена напряжением. Это не игра, где спокойно сидишь и расслабляешься. Это адреналин, экшен, хаос и настоящая борьба за выживание. Именно поэтому Helldivers 2 либо сразу затягивает, либо сразу отпугивает. Но если вы ищете игру, где каждая битва это мини-фильм, где звук и графика создает реальное ощущение войны, то вы уже нашли ее. Вот она перед вами. Ну что ж, после нескольких часов Helldivers 2 я могу с уверенностью сказать только одно. Это настоящий экшен для тех, кто любит челлендж. Кому же подойдет эта игра? И стоит ли вообще играть в нее в 2025 году? Игра подойдет тем, кто любит кооперативный шутер, не боится высокой сложности и хочет динамических и хаотичных боев. Но кому она точно не подойдет, это тем, кто хочет расслабиться. Тут постоянный экшен и напряжение. И я думаю, эта игра не для вас. Также любителям одиночных игр без команды играть здесь очень и очень сложно. Лично мне игра очень зашла, она реально выделяется среди других шутеров. Конечно, у нее и свои недостатки, сложное управление, хаотичный бой, но все это делает ее только более уникальной. Ну а теперь вопрос к вам. Как вам Helldivers 2? Играли вы в него в начале, либо только сейчас начинаете? Если играли, то напишите, какие у вас самые эпичные моменты были в этой игре. А если нет, планируете ли попробовать? Ну и конечно напишите, повлияло ли на ваше решение мое видео. Мне будет очень приятно. Ну что ж, ребятки, всем спасибо за просмотр. Если вы досмотрели до этого момента, не забудьте поставить лайк, тыкнуть на колокольчик и подписаться на канал, чтобы не пропустить новых видео. Ну а с вами был Клим. Всех обнял, приподнял, немножко хрустнул, поставил на место. Всем хорошего настроения, всем пока. То, что возможно, станет реальным. Погружаемся в